Ну, вот это второй шедевр альтернативной энергетики на моей крыше. Так называемый вакуумный тепловой коллектор. Значит, он проработал в нормальном состоянии 2 года. Я получал горячую воду, примерно 300 литров. Ну, до каких температур и как я покажу чуть попозже. Ну, а сначала о самом коллекторе. В интернете их довольно много, но конкретно этот совместного китайско-немецкого производства, потому что вот здесь наверху были иероглифы, написано что-то по-китайски, и трубки, видимо, сделаны в Китае. А вот это зеркало, вогнутое, сферическое, оно с той стороны написано Made in Germany. Ну, теперь о самом коллекторе, чтобы вы не повторили моих ошибок при его монтаже и покупке. Ну, первое. Стоять он должен, как понятно, на солнце, чтобы аккумулировать в себя энергию. Значит, как устроен конкретно это? Значит, есть 2 рубки, подача и обратка, вот они, по которым принудительно циркулирует незамерзающая жидкость. Конкретно здесь этиленгликоль. Внутри трубы медная трубка, внутри вакуумной трубы. И прокачивается по медной трубке этиленгликоль. Принудительно прокачивается насосом, который стоит внизу в подвале. Через трубку нагревается. В медной трубке, когда нагрета жидкость, ее нужно прокачать через весь коллектор. И далее она выходит вот здесь вот через клапан сброса воздуха, так называемый воздушник. И дальше идет вниз в бак. В баке змеевик, теплообменник, насос, группа безопасности. И дальше все это идет по кругу. Итак, к нашему коллектору. Первое, с чем я столкнулся, это с качеством охлаждающей жидкости. На канистрочке, в которой она была налита, было написано, что жидкость работает до минус 50 градусов. Поэтому я, не разбавляя ее ничем, просто залил в систему, ну, вот через вот этот кран, и был довольный. Довольный я был недолго. Случился такой же яркий солнечный день, как сейчас. Потому как температура была минус 43, теплоноситель загустел до сметанообразного состояния, и циркуляционный насос не смог его прокачать. В результате температура в коллекторе достигла 135 градусов. Теплоноситель конкретно в коллекторе закипел, а в трубах, вот, термоизоляции, туда она дальше идет, он находился в сметанообразном состоянии и стоял на месте, насос не прокачивал. В результате случился первый выброс теплоносителя. Вот здесь вот находился раньше маленький стандартный клапан сброса воздуха с пластмассовым поплавочком, такой, как стоит на всех группах безопасности, ну практически всех котлов. Значит, пластмассовый поплавок расплавился, коллектор закипел, и через него фонтаном вся крыша была залита этиленгликолем. Ну, естественно, все это потом потекло в ограду и в огород. Конечно, неприятное явление. Значит, после этого я провел 2 профилактических мероприятия. Первое — это заменил охлаждающую жидкость, и жидкость по второму разу была залита до минус 60 градусов. А второе, поставлен вот этот вот клапан сброса воздуха уже до 250 градусов. Это тот клапан, который применяется
парогазовых установках. Ну, конкретно я сейчас могу показать, что там на нем написано. Ну вот, я думаю, тут видно. Тут название фирмы, его краткие характеристики. Вот написано, что он до 250 градусов. И все такое прочее. Но отдельно хочу обратить внимание на состояние изоляции. Я сделал ошибку и не закрыл вот эту вот изоляцию от воздействия ультрафиолета солнца. В результате она вот сейчас в таком состоянии, вот она пылит. А вот эта вот часть оплавленной изоляции, вот она, видно, что был нагрев. Это как раз поплавилась она при той тепловой аварии от сильного нагрева трубы, вызванного отсутствием теплоносителя, вернее, отсутствием циркуляции теплоносителя в системе. Ну вот вторая часть, левая, вакуумного коллектора. Тут аналогичная картина. Вот вокруг трубы все поплавленное, видно. Ну а это, вот здесь хорошо очень видно, произошло плавное разрушение в крошку, в песок от действия солнечной радиации. Вот это вот черное, это был скотч резиновый. Он оказался попрочнее к воздействию ультрафиолета. Ну а сама изоляция очень слабая. Поэтому, когда будете делать подобную систему, обязательно надо закрывать материалом, стойким к ультрафиолету. Ну вот здесь уже совсем все пооблетело. Коллектор сейчас находится в нерабочем состоянии. Это выход провода от датчика температуры вакуумного коллектора. Он был закрыт пластмассовой гофрой. Гофра вот в таком вот состоянии. Это все произошло от действия ультрафиолета. Поэтому подобные материалы использовать нельзя. Срок жизни очень небольшой. Все должно быть такое, как на крыше, с оцинковки, нержавейки, ну и так далее. Или каких-то очень устойчивых к ультрафиолету пластиков. Вот тоже все осыпается. Ну вот это включен контроллер, вот он, вакуумного коллектора для нагрева горячей воды. Значит, у него вот они две цифры, 71,4 это сейчас температура, ну не теплоносителя, теплоноситель слит, а температура трубки, в которую до сих пор включен датчик. Значит, сейчас на улице примерно минус 10, ну вот температура в трубе 71. Продолжаю рассказ о вакуумном коллекторе. То, что вы видели на крыше, в общем-то, показано во многих европейских городах, дошло наконец-то и до нас, до Сибири. А теперь покажу то, что в подвале. Начну. Первое, состав системы, это бак австрийского производства на 290 литров. Термоизолированный, температура до 95 градусов Цельсия, давление до 10 бар. Значит, вторая составляющая системы, это насос ВИЛ, ну конкретно тут мощность 132, 92 или 62 ватта. Значит, далее датчики температуры. Вот это группа безопасности.
Ну и вот этими вот кранами, вот этим и этим, он подключался в соответствующее вот в это и вот в это отверстие бака. Значит, внутри бака находится змеевик, как в самогонном аппарате. И таким образом происходит теплообмен от системы вакуумного коллектора, заполненного этиленгликолем, до бака, который заполнен с обычного водопровода. Ну, вот тут трубопроводы идут. Обычной питьевой холодной водой, которая нагревается от действия солнца, этиленгликоля и вот этого змеевика. И происходит производство горячей воды в хозяйственных целях. Теперь о моих ошибках, которые я допустил при монтаже и использовании этой системы. Про первый вариант я вам уже рассказывал, когда полиэтиленгликоль выбросило из-за того, что теплоноситель оказался низкой температуры замерзания. То есть надо было ставить до минус 60, а я поставил меньше. В результате он достиг сметанообразного состояния. Вот этот насос не смог прокачать теплоноситель. В результате при отсутствии циркуляции произошла первая тепловая авария и сработал воздушный клапан. Ну, сработал он необратимо, поплавок пластмассовый расплавился, потому что температура внутри достигла 135 градусов в плюс. Это при минус 42, по-моему, градусах на улице. То есть солнышко у нас греет хорошо, даже зимой. Значит, вторая авария произошла летом, на следующий год. Произошла она по достаточно простой причине. Не было разбора воды из емкости. Но конкретно мы уехали из дома в гости больше, чем на 3 суток. Значит, теперь по тепловому режиму. Значит, вода в баке, в бак она поступает зимой температурой примерно плюс 7-8 градусов. Летом она поступает при температуре порядка 20 градусов. Ну, соответственно, вода пришла в бак, плюс 20 градусов. И за световой день при ярком солнце 300 литров воды бака нагрелась, ну, примерно до 60 градусов. Если разбора нет, то за ночь температура упала примерно до плюс 50 градусов. Термоизоляция в баке хорошая. И на следующий день начинается нагрев с плюс 50 до примерно плюс 90. Все хорошо, но если разбора и сейчас нет, за ночь температура падает до плюс 80, ну, может быть 75. И на следующий день вода в баке начинает кипеть. И срабатывают группы безопасности. Первая группа самого бака, то есть вода начинает кипяток плевать в потолок через вот ту группу безопасности. И вторая, это этиленгликоль, тоже начинает плеваться, но уже на крыше. В этот момент, конечно, хочется выключить солнце. Ну, потому как никого дома нет, сделать это некуда. Так вот, чтобы такой тепловой аварии не происходило, здесь сделана система защиты. Сейчас я ее покажу поближе. Ну, в принципе, известные всем системы, тут ничего нового нет. Значит, вот здесь стоит трехходовой клапан. Вот он. И теплоноситель от вакуумного коллектора может идти по двум контурам. Либо через вот этот вентиль, через змеевик, нагрев воды в баке и выход обратно в вакуумный коллектор. Либо второй вариант. Открывается трехходовой клапан и теплоноситель пошел вот по этой магистрали вниз в подвал. Там установлены обычные радиаторы отопления.
И получается, что в случае, если разбора теплоносителя нет, горячую воду никто не потребляет, то греется вода, вернее не вода, а этиленгликоль в батареях. Значит, батареи в этот момент сушат подвал. Ну, в подвалах обычно сыро, и это сильно никому не повредит, может быть, даже это положительный момент. Но пока я до этого додумался, у меня выплюнула жидкость по второму разу. Ну и теперь третий момент, почему, собственно говоря, он сейчас не работает. Может быть, вы что-то подскажете, как эту проблему решить. Значит, нужно было между баком и магистралью теплоносителя этиленгликоля, вот здесь, вот между этим вентилем, тут ставить вставки из не токопроводящего материала. Ну, полиэтиленовые или еще какие-то, они сейчас стандартные продаются. Это нужно для того, чтобы разорвать вот эту цепь электрически. Дело в том, что через 2 года эксплуатации бак вот в этом месте сгнил насквозь. И мне крупно повезло. Давление воды внутри бака из системы водопровода оказалось примерно 4,5-5 атмосфер на тот момент. Давление в системе этиленгликоля, значит, я накачивал примерно 1,5 атмосферы. Поэтому при разгерметизации системы вода из бака под давлением 4,5 атмосферы пошла в систему этиленгликоля, в которой было давление 1,5 атмосферы. Сработал сбросной клапан, настроенный на 2 атмосферы. И этиленгликоль у меня вылетел на крышу по 3-му разу. Ну, я этому крайне рад, по той причине, что этиленгликоль это яд, и если бы перепад давлений был в обратную сторону, то я и вся моя семья отравились бы этиленгликолем, как тигры у Запашного. По этой причине я сейчас систему не запускаю. Нужен пищевой теплоноситель, который можно употреблять, ну, без проблем. Ну и по температуре он должен держать примерно градусов, ну, 130, может быть 150 в плюсе. Поэтому спирт не пойдет. Вот такой опыт эксплуатации. Я думаю, что у вас получится лучше, чем у меня. Ну или, по крайней мере, на моих ошибках вы их не повторите.